У большинства из нас с покером ассоциируются в первую очередь звездные игроки эпохи покерного бума: Крис Манимейкер, Фил Айви, Даниэль Негриану. А между прочим, с момента победы простого бухгалтера в главном событии мировой серии прошло более 20 лет. Кто-то из топов той эпохи сохраняет высокий уровень, кто-то ушел на пенсию, кто-то не выдержал конкуренцию. Но главное, за это время в покер пришла новая волна молодых, талантливых игроков, которые пока не набрали медийную узнаваемость, но стремительно поднимаются на вершину. Об одном из самых ярких представителей этой волны мы сегодня и поговорим. С вами Академия покера. В этом видео мы рассказываем об игроке, который к своим 30 годам успел дойти до 9-й позиции в рейтинге самых успешных покеристов в истории живых турниров — Андриане Матеусе. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Впереди еще много интересных выпусков. А теперь перенесемся в жаркую Испанию. Адриан Матеос Диос родился в 1994 году в пригороде Мадрида, в городе Сен-Мартин-де-ла-Вега. Его детство не было насыщено какими-то выдающимися событиями. Обычная школа и уроки по теннису. Триггером к тому, чтобы вырваться за рамки нормальности, стал случайно увиденный по телевизору турнир по покеру. Это случилось в 16 лет, когда юному Адриану еще нельзя было участвовать в подобных играх. Но законопослушный Матеос не хотел бездействовать. Дожидаясь нужного возраста, он принялся изучать теорию. Я посмотрел все видео о покере, которые смог найти. Я не мог думать ни о чем другом. Эти слова Адриана показывают, с какой страстью он подошел к подготовке. Естественно, совсем без практики он обойтись не мог. Адриан познакомил с покером своих друзей и начал играть с ними. Как это обычно и бывает, родители не обрадовались новому увлечению сына. Они опасались, что будут проблемы при поступлении в университет, так как до покера учился на отлично. Но с появлением нового хобби Адриан просел в успеваемости. Тогда юноша предложил родителям сделку. Он повышает оценки, и они разрешают ему играть в покер. Так и случилось. Школу он окончил с хорошим результатом и в 2012 году успешно поступил в Мадридский университет. Он должен был отучиться на факультете экономики и финансов. Именно в этой сфере родители видели будущее сына. Но у Адриана были другие планы. У него был минимальный банкролл около 2000 евро, заработанных в недорогих играх. С ним он начал играть в небольших событиях в местных казино, а также подключил кэш-столы. За 2 месяца он набил банкролл в 10 тысяч. Отметим, что выбор живых событий был вынужденным. Испанское законодательство запрещало играть в глобальных онлайн-румах. Тот же PokerStars создал отдельную резервацию для Испании и Франции, но поле и условия в нем были намного хуже, чем в основной комнате. Затем случился завнос на местной серии Circuito Nacional. Став главным событием первым, он заработал баснословные для того периода карьеры 33 тысячи евро. А в самом начале 2013 года выиграл еще один мейн на Estrellas Poker Tour, за что получил 103 тысячи. Таким образом, он подготовил банкролл к новым испытаниям. Естественно, совмещать покер и учебу было невозможно, и Адриан снова проявил чудеса дипломатии. Он договорился с родителями, что уделит покеру год. Если за это время он не добьется успеха, то вернется в университет. В худшем случае я проиграю деньги, которые выиграл за 6 месяцев, но у меня их раньше не было. А в лучшем случае я буду жить мечтой, потому что если я этого не сделаю, то буду жалеть об этом всю свою жизнь. С этими словами Матеос отправился в Лондон вместе с 3 единомышленниками, среди которых был такой же молодой и амбициозный Серхио Айдо. Они поселились в одном доме и сутками гриндили в онлайне. Но в итоге Адриан стал возвращаться и за живые столы. Он участвует в местных сериях, а также выбирается во Францию, на Кипр, в родную Испанию. Ни одного трофея за первые 9 месяцев года он не добыл, хотя занимал довольно высокие места и 7 раз доходил до финального стола. В 2013 году мировая серия покера совершает одну из своих немногочисленных командировок в Европу.
В октябре проходит этап в Париже. Юный Матеус не может пройти мимо этого фестиваля и регистрируется в главном событии с традиционным боином 10 тысяч евро. Конечно, это не настолько массовый турнир по сравнению с Лас-Вегасом. 375 участников, но только 40 игроков попадают в зону выплат ИТМ. Среди участников Даниэль Негриану, Джереми Асмус, Доминик Ницше. Но Матеусу нет равных, он проходит в топ-9, разрывает финальный стол, получает свой первый браслет и баснословный 1 000 000 евро. Таким образом, Адриан стал вторым самым молодым обладателем браслета в истории мировой серии. На момент выигрыша ему было всего 19 лет. В более юном возрасте трофей завоевала только Аннет Абрестад. Этот успех развязал Адриану руки. Теперь над ним не нависала угроза разорения. Он мог отказаться от гринда и сосредоточиться на улучшении игры, участвуя в дорогих событиях. 2014 год прошел относительно спокойно, без трофеев и крупных заносов. У некоторых наблюдателей могло даже сложиться впечатление, что молодой испанец просто словил апстрик. Но в 2015 году он сперва выигрывает два недорогих события европейского покерного тура во французском Довиле, затем же в рамках этой же серии выигрывает более 1 000 000 евро на Мальте. А в июне он доказывает, что ворвался на покерный Олимп не случайно. Адриан выигрывает свой второй браслет на мировой серии, на этот раз на полноценном фестивале в Вегасе. Он побеждает в турнире за $1500 и добавляет к банкроллу $400 000. Но Матеус и не думает останавливаться. Он просто одержим покером и колесит по всем доступным сериям, постоянно перебираясь из Европы в Америку и назад. В апреле 2017 года он выигрывает организованный Покер Старс чемпионат на Мальте, зарабатывая более 900 000 евро. А в июне добавляет в коллекцию еще один браслет. Он побеждает в чемпионате по хедзапу со входом $10 000. Стоит пояснить, что хедзап или игра 1 на 1 сложнейшая из всех разновидностей холдема, так как соперники используют почти по 100% возможных стартовых рук. Очевидно, несмотря на относительно скромные призовые в размере $336 000, победа в этом турнире говорит о высоком уровне чемпиона. В октябре Адриан участвует в серии, которую основали только годом ранее. Малазийские бизнесмены и большие любители покера Пол Фуа и Ричард Йонг решили, что в противовес массовым СОП, ВПТ и ЕПТ неплохо организовать фестиваль для самых успешных профессионалов и богатых любителей. Так родился Тритон Покер, куда Матеус отправился с удовольствием. В тот момент его карьера уже позволяла считать его одним из топовых регуляров в современности. В Макао он занимает 4-е место в одном из турниров и выигрывает $890 000. Заодно испанец берет трофеи в событии чемпионата Азии, проходящие там же. Шестизначные призовые, пополняющийся счет Адриана, больше никого не удивляют. А вот очередную семизначную сумму приходится ждать до ноября 2019 года. Он выигрывает турнир, организованный на Багамских островах онлайн-румом Party Poker, и зарабатывает $1 162 000. Затем начинается пандемия, которая вынуждена перемещает все серии в онлайн. Матеуса этот факт не сильно расстраивает, он продолжает гринд и стабильно пополняет банкролл крупными выигрышами. А с возрождением мировой серии в живых казино он побеждает в самом дорогом турнире хай-роллеров за $250 000 и получает 3 265 000 и 4-й золотой браслет. В мае 2022 года он выигрывает хай-роллер 100-тысячник на европейском турнире в Монте-Карло, зарабатывая очередные 1,5 миллиона. А в июне едва не повторяет прошлогодний успех в турнире за 250 000 на ВСОП. Но, увы, только 4-е место и $1 367 000 призовых. Победу тогда одержал Алекс Фоксон, супруг одной из лучших покеристок в истории, о которой мы рассказывали совсем недавно, Кристен Фоксон. В марте 2023 года Матеус обновил личный рекорд серии Тритон – $1 200 000 за 4-е место в хай-роллере за 100 000. В июне занимает 3-ю строчку в турнире с таким же боином, но в рамках мировой серии. Там он получает $1 142 000, а в октябре снова едет на Тритон в Монако, становится вторым в событии за 125 000 и забирает $3 120 000. В марте 24-го Адриан наконец добирается до трофея Тритона. Он побеждает в турнире с боином 30 000 и зарабатывает $1 170
25 тысяч долларов. На майском этапе в Черногории он добавляет еще один титул, на этот раз событий за 50 тысяч долларов. Призовые составили 1 миллион 761 тысяча долларов. А через неделю устанавливает личный рекорд, который пока только предстоит побить. За второе место в турнире за 200 тысяч он получает 3 миллиона 292 тысячи долларов. На прошедшей летом 24 года мировой серии Адриан не сумел пополнить коллекцию браслетов, хотя 6 раз проходил в призовые и трижды играл за финальным столом. Самый обидный вылет случился в главном событии, в котором он считался одним из фаворитов. Испанец сперва исполнил просто сумасшедший Hero Fall с карманными королями на терни, четко просчитав у Уильяма Берри тузы, а затем столкнулся с самым грязным проявлением дисперсии, когда поле сократилось до 400 участников. Он выставился с тузами против туза и короля Даниэля Гарсия и должен был перемещаться в чип-лидеры, но к риверу закрылся раннер флэш, и Матеос остался с 15 блайндами в стеке. И хватило только для того, чтобы дотянуть до 317 позиции, на которую Адриан и закончил самый массовый мейн в истории в СОП. Немного интересных фактов о нашем герое. Сумма общего выигрыша в живых событиях за карьеру приближается к 50 миллионам долларов. Это первый показатель среди испанских профессионалов и 9-й в мировом пуле. Он вплотную приблизился к Айзеку Хэкстону, а в скором времени может настигнуть плотную группу из Даниэля Негриану, Дэна Смита и Никиты Бодяковского. Адриан продолжает жить в Лондоне, хотя в режиме гринда едва ли не половину времени проводит в командировках. В Испанию он не может вернуться по двум причинам: специфика налогового законодательства в сфере покера и ограничения в доступе к общемировому пулу онлайн-румов. Адриан настолько уверен, что имеет плюсовые ожидания в любом турнире, в котором участвует, что даже не ведет учет доходов и расходов. Он считает, что не способен залить банкролл ни при каких обстоятельствах, а привести к разорению, в теории, могут только неудачные инвестиции в другие проекты. По мнению Матеоса, покер едва ли не единственная игра, где каждый любитель при наличии денег может соревноваться с лучшими из лучших. Даже в близких интеллектуальных дисциплинах вроде шахмат сильнейший игрок одержит победу минимум 9 раз из 10. В покере преимущество не настолько велико, хотя на дистанции, безусловно, у любителя нет шансов. Но они осознательно платят большие деньги за опыт и хорошую компанию. Адриан известен своими навыками чтения оппонентов, причем считает, что этот талант у него врожденный. Как пример можно вспомнить Hero Fall с карманными королями. Адриан Матеос один из самых молодых из списка успешных регуляров современности. Это значит, что если ему не наскучит покер, мы почти наверняка увидим его в борьбе за топ-1 в рейтинге суммарных призовых. И это не говоря о новых браслетах и потенциальном включении в зал славы покера. Хотя номинироваться туда он сможет только через более чем 10 лет из-за возраста. Благодарим за просмотр, ставьте лайк, подпишитесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И пишите в комментариях, о ком бы вы хотели узнать в следующих роликах. На канале уже есть биографии и других известных покеристов: Фила Айви, Никиты Бодяковского, Фила Хельмута, Али Имсировича и легендарного Дойла Брансона. Рекомендуем посмотреть, если пока этого не сделали. А на этом все. Пока-пока.